есть, наконец-то. Всем привет, с вами Давилыч. Сегодня снова на обзоре SSD от компании Samsung. И это снова 970 EVO Plus, объем 1 терабайт. Кстати, данный SSD можно купить по хорошей, привлекательной цене. Ссылочку оставлю под этим видео. Переходите, смотрите, сравнивайте. Ну и смело можете покупать. Наконец-то, друзья, я его нашел. Я нашел SSD 970 EVO Plus на контроллере Elpis. На контроллере от 980 Pro. Да, друзья, это свершилось, и SSD перед вами. Сегодня мы сделаем максимально все подробные тесты и, соответственно, сможем сравнить с Фениксом, с тем самым, который до сих пор устанавливается на SSD. Информация о том, что контроллер от 980 Pro перекочевал в 970 EVO Plus, появилась в конце февраля 2021 года. И тогда-то стало мне интересно, а где же найти мне этот SSD, но он очень редко встречается, скажем так, и есть небольшой список условий. Ну, первое, конечно же, как я понял, этот SSD должен быть предназначен не для российского, не для европейского рынка, потому что упаковочка у нас вот такая вот, это у нас американец. Здесь у нас, если мы посмотрим с обратной стороны, один штрих-код, а модельный номер, он везде, в принципе, одинаковый. Также SSD должен быть сделан в Корее. В моем случае SSD от 19 апреля 2022 года, дата производства. Вот, все, что я встречал, Китай, либо Таиланд, они все всегда были на Фениксе. И даже тот, который я купил недавно. Обзор, кстати, тоже недавно был. Как еще можно определить, что внутри у вас будет контроллер Elpis? Я не знаю. Этикетка одна и та же, рисунок SSD один и тот же. Кстати, на картинке здесь контроллер Phoenix, а внутри мы получаем Elpis. Но когда вы вскроете упаковку, вы увидите порт номер, и вот по нему вы уже сможете определить, Phoenix у вас или нет. Ну а так как у меня в использовании есть 970 EVO Plus на 500 гигов, то внешне просто ставите их рядом и сразу же понимаете, что у вас либо Phoenix, если одинаковый, да, как в моем случае, либо Elpis, который попался мне, и я этому очень рад. Я заранее снял стикер, будем тестировать без него, чтобы все зрители, которые постоянно мне говорят, сними ты этот стикер, сними ты наклейку, чтобы вы увидели разницу, что по температуре стикер влияет на 1-2 градуса максимум. Ну и в большинстве случаев снятие стикера лишает вас гарантии производителя, так что имейте это в виду. Кстати, этот SSD был куплен благодаря вам. Мы в группе ВКонтакте собрали всю сумму на его покупку, после чего этот SSD был разыгран. И сразу же после тестов он поедет к своему победителю. Хотите также, переходите в группу ВКонтакте и участвуйте в сборах на новые SSD, на другие SSD и выигрывайте. Что же касается скоростей, то вроде как ничего и не поменялось. На сайте Samsung вообще нет никакой информации о том, что сменился и может быть другой контроллер использоваться. И там все те же цифры: 3500 на чтение, 3300 на запись. Так что будем это с вами проверять. Гарантия, конечно же, 5 лет и 600 терабайт гарантийного ресурса. Так что давайте устанавливать этот SSD без стикера под радиатор и делать тесты. SSD-накопитель Samsung 970 EVO Plus, объем 1 терабайт, установлен под радиатор от материнской платы Maximus 13 Apex. Ну и давайте переходить к тестам. Для начала инициализация, после чего нам необходимо отформатировать наш SSD в файловую систему NTFS.
Ждем завершения форматирования. Все у нас отлично, все у нас достаточно быстро. Чистый объем у нас 931,5 гигабайт. Операционная система округляет до 931. Закрываем все ненужные нам окошки. Ну и запускаем Crystal Disk Info. Смотрим, что же за SSD у нас такой. 37 градусов всего на старте. Хосты чтения записи по нулям. 2 включения. Общее время работы 0 часов. Абсолютно новенький SSD от Samsung перед нами. Ну и запускаем CPU ID Hard Monitor, где мы будем отслеживать максимальную температуру в процессе тестирования этого SSD накопителя. Так, отлично, давайте сразу же запустим утилиту Samsung Magician и посмотрим, определился ли наш SSD на контроллере Elpis. Да, SSD, все в порядке, определяется без проблем. Но до тестов мы еще дойдем, а в первую очередь нам необходимо сделать обкатку, так сказать, накопителя. Сейчас я вот по такой схеме буду тестировать SSD. В первую очередь, конечно же, смотрим на датчики, которых у нас здесь должно быть 2. А он у нас здесь 1. Серьезно же, вроде 2 раньше было. Ну что ж, как есть, так есть. И тест диска. Для начала у нас это будет линейное чтение, а потом линейная запись. Так что запускаем линейное чтение сначала и ждем. Samsung у нас показывает высочайшую стабильность на чтение, но есть вопрос к скорости чтения, потому что среднее значение, да и максимально у нас 2900 мегабайт в секунду, при заявленных 3500 как-то маловато. Сейчас сделаем небольшую паузу, предварительно выполнив команду trim на нашем накопителе и сделаем тест линейной записи. Итак, тест у нас подходит к концу, ждем завершения. Давайте на всякий случай сразу же инициализируем наш SSD, отформатируем файловую систему NTFS. Ну и так, сворачиваем все, смотрим, что у нас по температуре. Максимум было 62 градуса у нас в процессе заполнения SSD, в процессе линейной записи. Ну и здесь у нас типичный график для SSD от Samsung. Есть резкое снижение скорости, плавненький подъем, резкий подъем и опять снижение. Для сравнения давайте сравним с SSD на контроллере Phoenix, который недавно был на обзоре. Да, здесь у нас стабильности побольше, скорости повыше, но пиковые значения у нас примерно на одном и том же уровне. Ну, на Elpis чуточку повыше. Phoenix, зато после снижения скорости была скорость выше. Что ж, неплохо, но давайте продолжать наши тесты. Поэтому сейчас выполняем команду trim после теста линейной записи на нашем накопителе E. И через небольшую паузу продолжаем тесты. На тесте Crystal Disk Mark получаем 3400 на чтение, 3246 на запись при заявленных 3500 и 3300. Можно считать, что у нас скорости подтвердились, здесь у меня вопросов нет. Но из-за того, что у нас здесь стоит контроллер от PCI 4.0 SSD накопителей, случайная 4К у нас 81 мегабайт в секунду. И если мы сравним все это дело на пустом накопителе с тем SSD, что на Phoenix, у нас циферки разнятся. Так, видим, что у нас линейная запись чуточку пониже, чем на Phoenix, и линейное чтение. Но случайная 4К здесь прямо в топе. 81 мегабайт в секунду для PCI 3.0 NVMe SSD накопителя. Это круто. А вот на тесте SSD Benchmark наш накопитель определился почему-то как 970 EV+ на 500 гигабайт, что очень странно. Но самое главное, это 6400 баллов, которые набирает наш SSD накопитель. Если мы сравниваем с тем, что было на Phoenix, 5608 против 6400, с контроллером Elpis SSD показывает себя явно лучше. На тесте Adobe Disk Benchmark у нас все в полном порядке, но если мы сравним с SSD на контроллере Phoenix, то Phoenix у нас показал себя, наверное, чуточку получше, хотя во многом одно и то же. Ну, даже по линейным, если сравнить, у нас было 3,1 гигабайта в секунду, здесь чуточку пониже. Adja Video Systems показывает одинаковые скорости чтения и записи. А на тесте 3D Mark наш накопитель набирает 2942 балла. И если мы с вами сравним с тем, что было на Phoenix,
то это значение выше, чем на Фениксе. Аж на 400 баллов, и это, блин, круто. Да, SSD показывает себя очень достойно. Так, сейчас сворачиваем все наши тесты. Показываю операции ввода-вывода, которые у нас получились. Ну и, конечно же, мы обязаны просто провести тест фирменной утилитой Samsung Magician. И тест производительности. Так, обновим. Мы с вами сейчас запустим. В итоге мы получаем 3422 мегабайта в секунду на чтение, 3261 мегабайт в секунду на запись. Если мы сравним, то... ну, то же самое. Можно считать, что цифры точно такие же. Вот как-то так у нас с вами получилось по синтетике. Сейчас переходим на наш накопитель E, выполняем оптимизацию, команду Trim, и через 15 минут переходим к тесту на реальную скорость записи. Посмотрим, изменилось ли что-то здесь. Ну и как обычно будем копировать папочку рендер с нашего PCI 4.0 SSD накопителя Samsung PM9.1, кстати, который на LPC тоже. Ну и давайте смотреть, что у нас будет по скорости. Так, ну 2.6 у нас гигабайта в секунду, почти 2.7, так что фиксируем 2.6 гигабайта и смотрим, что будет дальше. На прошлом SSD у нас размер буфера был 43 гигабайта. Так, вру. 45 гигабайт. Сейчас мы с вами видим, что здесь уже точно больше. И вот у нас скорость пошла вниз после записи 75 гигабайт. Да, здесь у нас получше, а скорости возвращаются обратно. Так, что-то непонятно, что у нас со стабильностью SSD. Продолжаем заполнять, смотреть. И да, друзья, скорость прежняя 2.6 гигабайта в секунду, значит, все-таки у нас размер SLC кэша все-таки больше. Не 75 гигабайт, а больше 100, как мы можем увидеть. Это где-то у нас 115. Скорость у нас падает до 840 мегабайт в секунду. Здесь, в принципе, если мы посмотрим... А вот на Фениксе у нас скорость падала до 1,5 гигабайт в секунду. И вот теперь хороший вопрос. А кто выглядит все-таки лучше? Да, у нас увеличился здесь размер SLC кэша практически в 3 раза. Но скорость после его заполнения падает сильнее. Интересно. К концу записи второй папки у нас скорости все так же в районе 840 мегабайт в секунду. Иногда опускаются там до 815. Третья. Четвертая. Шестая. Седьмая. Восьмая. Но к концу записи 9-й последней папки у нас скорости теперь 920-950 мегабайт в секунду, в этих пределах скачут. Что касается нагрева, пока 63 градуса, это на 1 градус меньше, чем на SSD с контроллером Phoenix, поэтому тут по температуре, я думаю, особых отличий нет. Но ждем завершения записи 9-й папки. Выполняем команду Trim, конечно же, и через 15 минут паузы мы запустим тест Crystal Disk Mark снова и посмотрим, как накопитель ведет себя при заполнении на 97%. В итоге у нас линейные скорости остались на прежнем уровне, а вот случайная 4К у нас снизилась до 48 мегабайт в секунду. И если мы сравним это с SSD на контроллере, Phoenix, то мы с вами увидим, что там снижения у нас в принципе не было, там, потому что случайно 4К было такое же 53-54 мегабайта в секунду. А здесь у нас снижение есть, но все равно на достаточно высоком уровне у нас отметка осталась. Что ж, я думаю, SSD разобран максимально полно. Осталось проверить его нагрев без радиатора. Ну и, кстати, без какой-либо наклейки, потому что я наклейку отклеил. Возможно, поэтому у нас температура ниже на 1 градус. Ну что, радиатор сняли. Давайте запускать Crystal Disk Info CPU UD Hardware монитор, где будем следить за температурой нашего SSD. Комнатная температура 26 градусов. И так,
52 градуса у нас, а SSD уже на старте, потихонечку температура растет. Что ж, давайте разогреем его при помощи Crystal Disk Mark. И уже после первого теста мы с вами видим 83 градуса. Кстати, интересный факт, что случайная 4К у нас не вернулась пока к прежним значениям. Но да ладно, давайте запустим ATO Disk Benchmark, чтобы увидеть тротлинг на этом тесте. Ну а в итоге при нагреве до 82 градусов у нас проседает скорость чтения, проседает скорость записи. Кстати, интересный факт, что скорость чтения у нас проседала на отметке 75 градусов вот здесь вот. И потом все-таки скорость чтения вернулась. Сейчас мы видим, как SSD у нас потихонечку остывает, но скорости, да, в тротлинге у нас держится на достаточно высоком уровне. Все равно 1 гигабайт в секунду у нас на чтении, и почему-то запись у нас выше. Интересный тротлинг у этого SSD. Ну что ж, тут, я думаю, все понятно с SSD. Сейчас ждем завершения данного теста, кстати, и будем смотреть, что же у нас будет на тесте реальной записи, как наш SSD покажет себя здесь. Ждем немножко, чтобы остыл у нас SSD. Я думаю, до 78, сейчас пойдет еще ниже резко. Нет смысла ждать, давайте просто смотреть, что же у нас будет. Так, 2,7, 2,6 гигабайта в секунду у нас на самом старте. Это все мы с вами уже видели на тестах с радиатором, но интересно увидеть просадку скорости из-за тротлинга, и я думаю, у нас сейчас все получится, лишь бы SLC кэш не заполнился раньше. 81 градус. Давай. И вот у нас пошла скорость вниз. 1,7 гигабайта в секунду в тротлинге. Ну, это круто. Это круто, да, 83 градуса мы с вами видим. SLC кэш у нас еще не заполнился. А заполнится он у нас на записи второй папки. Но результат, конечно, очень интересный. В тротлинге снижение производительности есть, но не такое сильное. Так, SLC кэш заполнился, и скорость у нас упала до 500 мегабайт в секунду. Все равно неплохой результат. Без тротлинга у нас скорость была 840. Что ж, теперь точно все тесты с этим SSD сделаны. Тесты сделаны, результаты получены, и вы все увидели сами. Но давайте по порядку. Да, друзья, здесь у нас контроллер от PCIe 4.0 SSD накопителя, и мы получаем случайное 4К чтение больше 80 мегабайт в секунду, и это уровень PCIe 4.0 SSD. Других таких SSD вы вряд ли где-то найдете. Что же касается остального, то скорости остались на том же уровне, даже может быть чуточку ниже линейной скорости, и вот в этом-то отличие у нас есть. Также стоит отметить разницу на реальных скоростях записи. Вроде как 2,6 гигабайта в секунду у нас одинаково, что на Фениксе, что на Элписе, но здесь, друзья, скорость после заполнения SLC кэша, который здесь больше в 3 раза, здесь 115 гигабайт примерно, на Фениксе был 43. Только вот там скорость падала с 2,6 до 1,5 гигабайт в секунду, а здесь падает до 840. И вот это очень интересный факт. С одной стороны, мы получаем большую скорость случайного 4К чтения, которое так многие боготворят, которое использует операционная система, софт и так далее. А с другой стороны, у нас теряется скорость линейной записи после заполнения SLC кэша, причем достаточно сильно, аж в 2 раза ниже, чем на Фениксе, но все равно на достаточно высоком уровне. И вот тут получается у нас либо вы получаете быстрое 4К чтение, либо вы получаете быструю скорость записи даже после заполнения SLC кэша. В остальном SSD в принципе одинаковый. Даже по температуре мы здесь с радиатором получили максимум 63 градуса, а на Фениксе было 64. Но там я тестировал SSD со стикером. Вот вам и 1 градус разницы. В итоге, по моему мнению, разницы между SSD на Фениксе и на Элписе, ну, критической, скажем так, нет. Да, кто-то сейчас скажет, как так? Ты посмотри, какая большая разница по случайному 4К чтению.
Но блин, в работе вы это вряд ли заметите. Так что какой попадется вам контроллер, я думаю, переживать не стоит вообще. Тем более в России, в обычных, в официальных магазинах найти на Elpis SSD, я думаю, будет крайне сложно. Если у вас есть какой-то опыт, если вы купили, допустим, в DNS SSD и у вас попался Elpis, то напишите в комментариях, будет очень интересно узнать. Вот такие вот тесты получились. SSD по-прежнему горячий, SSD по-прежнему быстрый, SSD по-прежнему крутой. И даже в тротлинге он все равно будет радовать вас высокими скоростями. Но все-таки позаботьтесь о хорошем радиаторе, и тогда SSD будет и быстрее, и беспроблемнее, и прослужит вам гораздо дольше. Хотя этого SSD на ваш век точно хватит. Я думаю, даже не стоит переживать по поводу его ресурса. Потому что Samsung, как правило, ходят где-то раза в 4-5 больше заявленного гарантийного ресурса. На этом у меня все. Ставим лайки, подписываемся на канал, вступаем в группу ВКонтакте. Не забываем про сайт ProSSD. Также вы всегда можете сказать спасибо, купив фирменный значок ProSSD на Авито. Ссылочки есть под этим видео. Ну, также значки получают все победители SSD на розыгрышах. На этом все. Пока-пока. Ну и еще раз хочу сказать огромное спасибо всем участникам сборов и розыгрышей SSD у меня в группе ВКонтакте, у меня на еженедельных стримах. А для тех, кто до сих пор не знает, сколько же стоит этот SSD, ссылочку оставляю под этим видео. Переходите, смотрите, сравнивайте и смело можете покупать. Вот прямо не глядя, Samsung можно брать.